Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, такие вот интересные секционного окрашивания. И с крючком, смотрите, какой крючок. Я беру опять тунисский крючок. Так, но обо всем по порядку. Итак, в первую очередь сделаю акцент. Вы берете пряжу, какая у вас есть, пробуйте с этой пряжей. И, ну, естественно, подбираете под нее крючок. А я покажу, с какими ниточками я буду работать сегодня. Итак, новички, кто еще не вязал, смотрите. Alize Angora Gold называются они. Далее, в 100 граммах 550 метров. Ну, здесь уже не 550 метров, мы уже вязали с этого моточка. Идем дальше. Это получается в составе 80% акрил, 20% шерсть. И нам говорят, берите крючок от двоечки до четверочки. В принципе, я маленьким крючком вязала данную пряжу троечкой. Но я хочу, чтобы мое вязание сегодня было ажурное, воздушное. И я решила взять 3,5, чтобы плотное не было. Как бы тунисский крючок располагает к плотному вязанию. Ну что, попробуем? Итак, ниточку я взяла изнутри моточка. Сейчас она будет у меня темно-темно-коричневая. Ну и посмотрим дальше, какие цвета она будет переходить. Итак, напоминаю, что крючок тунисский мы держим, получается, как вот так вот, как спицу, потому что так намного удобнее вязать. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петельки, поэтому я буду набирать 30 петелек. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, а теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот, это будет мой будущий образец. Далее смотрите внимательно. Делаем одну воздушную петельку. Раз. Теперь отступаем от крючка вторую петельку. Раз, два. И во вторую петельку вот так вот ныряем нашим крючком. Вытягиваем ниточку, держим на крючке. Идем дальше. В следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и держим на крючке. И так далее. Мы с вами аккуратненько идем полностью по всей цепочке. Опять же, считаем наши петельки. То есть в моем случае, если я набирала 30 петелек, у меня на крючке должно получиться 30 петелек. Поняли, да? Вот. И вот так вот мы шагаем до конца ряда. Давайте аккуратненько, медленно, медитативно, да? А в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно? Просто набрать на крючок. Давайте. Так, смотрите. Вот провязали. Получается, набрали петельки на крючок. Теперь будем провязывать. Итак. Первую самую петельку мы делаем просто вот так вот раз, воздушную петельку. Оп, и оставляем на крючке. Далее, смотрите, захватываем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки раз. Опять захватили ниточку, 2 петельки 2. И вот так вот шагаем до конца ряда, просто провязывая вот так вот по 2 петельки. Ничего сложного. Берете крючок, как вам удобнее. Но, как правило, берется он за кончик, да? Вот. И вот так вот аккуратненько шагаете. Договорились? Все, давайте вот так вот до конца ряда, вернее, да, до начала. То есть мы вернемся к началу. Возвращаемся к началу, и здесь я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот мы довязали до 2 петелек на крючке. Вот у нас такая вот, видите, гусеничка получается. У вас также. Вот, и как мы провязываем, как мы заканчиваем наш ряд. Вот эти 2 последние петельки мы так вместе и провязываем. Все. Далее, смотрите, начинается следующий ряд. Наша с вами задача брать по 2 петельки. Раз петелька и 2 петелька. Вот такие вот капельки, да? Мы, получается, берем их за переднюю стенку. Первую капельку взяли, вторую капельку взяли, захватили ниточку, протянули ниточку, так? А теперь, смотрите, вернулись в первую капельку, вот этот вот первый столбик, и захватили ниточку, протянули ниточку. Понятно? Идем дальше. Вот эти 2 капельки мы провязали. Тут дальше у нас раз, два. Берем первую капельку, вторую капельку и провязали вместе в начале их, так, подтянули ниточку. А теперь вернулись к первому столбику, к первой капельке, захватили только первую и провязали ее. Оп, понятно?
Вот, и у нас остается по итогу, мы как бы 2 капельки забираем, но по итогу у нас 2 петельки образуются. То есть мы не уменьшаем наше вязание и не расширяем. Опять 2 петельки, капельки, вместе провязали, потянули ниточку, вернулись, получается, к первой капельке и опять точно так же провязали и потянули ниточку. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Ничего сложного, ничего сложного. Есть, есть. Теперь вернулись к первой. Опять оп, оп. Понятно? Все. И вот у вас получается вот такие по 2 пары капелек. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали практически до конца ряда. Вот наши петельки на крючке. И как мы заканчиваем наш ряд? Получается, в последнюю, получается, петельку, которая у нас здесь была, мы ныряем и вытягиваем вот так вот ниточку. Сейчас аккуратненько возьму. Опля. И вытягиваем ниточку. Вот. И мы, получается, вначале должны будем ее провязать, одну петельку, раз. А потом провязываем, обратно возвращаемся точно так же по 2 петельки. Взяли ниточку, 2 петельки провязали. Взяли ниточку, 2 петельки провязали. И вот так вот возвращаемся по 2 петельки. Мы уже провязывали тогда, в самом начале. Ничего сложного. Возвращаемся по 2 петельки. Неважно, как мы набирали петельки в ряду, возвращаемся по 2. Понятно? И у вас получается как бы вот такая вот интересная ажурная красота. Итак, до конца ряда провязывайте по 2 петельки. Да? Как, вернее, до начала ряда. Тут начало. Возвращаемся к началу. И здесь я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы вернулись к началу ряда. Вот что по итогу получается. Как вам? Дальше. Как мы заканчиваем, получается, ряд. 2 последние петельки точно так же провязываем вместе. То есть никаких особенностей. Есть. Далее, получается, мы будем провязывать точно так же, как мы провязывали до этого ряд. То есть опять берем первые 2, получается, наши капельки, вот эти петельки. Вытягиваем ниточку. Так. И возвращаемся к первой капельке из 2. И точно так же вытягиваем ниточку. Оп, держим петельки на крючке. Далее, следующие 2 капельки идут. Вот, мы их опять берем 2, протягиваем через них ниточку. Есть. Потом возвращаемся к первой. Вытягиваем ниточку. Есть. И так далее. Опять 2 капельки. Опять захватили 2. Протянули ниточку. И потом возвращаемся к первой капельке. Оп. И провязываем ее. Все. То есть повторяем. Все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Не сложно? Не сложно. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Вот по итогу какая получается красота. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и все предыдущие. То есть получается, ныряем в последнюю петельку. Так, вытягиваем ниточку. Есть. И обратно возвращаемся точно так же. Одна воздушная петелька, получается, вот эту мы петельку провязываем. А теперь по 2 петельки будем провязывать. 2 петельки, 2 петельки. Вы уже знаете. 2 петельки, 2 петельки. И так далее. Возвращаемся к началу ряда. Вот у нас такая красота начинает вырисовываться. Возвращаемся к началу ряда, и в начале ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы вернулись к началу нашего ряда. Вот какая у нас по итогу получается картина. Так воздушненько, да? И как мы заканчиваем ряд? Точно так же мы провязываем последние 2 петельки. Оп, ничего не поменялось. А теперь смотрите, мы с вами, получается, 2 ряда и 2 ряда, да? Получается, как бы у нас были одинаковые. Получается, 3, 4, 5, 6. А теперь мы сделаем немножечко изменения. Смотрите, вот наши петельки. Видите, первая петелька, вторая петелька. Мы брали как, получается, за вот эту переднюю стенку, да? А теперь мы в эту капельку вот так вот проваливаемся насквозь, оп, до конца, видите, на заднюю, получается, поверхность, на изнаночку. Захватываем там ниточку. Вот, видите, вот наша капелька. Вот, мы провалились, получается, назад. И здесь мы делаем вот так вот воздушную петельку. Оп, все. Идем дальше. У нас следующая идет капелька. Вот она. Проваливаемся тоже. То есть не заперед, не вперед, да, у нас крючок идет, а крючок идет назад. И там захватываем ниточку
И ее провязываем вот так вот, воздушную петельку делаем. Далее, следующий, смотрите, вот видите капельки наши. Раз, два. Вот, мы беремся не вот так вот, чтобы у нас крючок был впереди, да, а мы проваливаемся назад. Оп, крючок у нас сзади. Вытягиваем ниточку и провязываем ее воздушной петелькой. Все петельки у нас опять на крючке. Следующая петелька. Оп, провалились назад, там захватили ниточку и провязали воздушную петельку. Не сложно? Не сложно. И вот так вот проваливайтесь, вытягиваете, провязывайте. Проваливайтесь, вытягивайте, провязывайте. И все. И вот так вот аккуратненько до конца ряда. Вот такая картина получится. Угу. Давайте, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы прошли практически до конца ряда. Вот такая вот красота первоначальная. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и все предыдущие. То есть вот в последнюю петельку, да, мы так вот нырнули и вытянули ниточку. И эту петельку, получается, мы провязываем вначале одну, а потом возвращаемся и провязываем по 2 петельки. То есть, когда мы возвращаемся, вообще ничего не меняется. Всегда по 2 петельки. Угу. То есть, вы это уже знаете. Вы уже набили руку, и это быстренько самостоятельно сделаете. Все, давайте мы вернемся к началу ряда. Вот такая у нас красота начнет появляться. И в начале ряда вот здесь вот я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите. Вот мы вернулись к началу ряда. Вот по итогу получается такая красота. И далее с вами, смотрите, что будем делать. Вот наши капелечки опять образовались. Так, мы берем первую капельку, вторую капельку, вытягиваем сквозь них ниточки и потом возвращаемся опять к первой капельке. То есть мы с вами повторяем все то, что мы с вами вязали. У нас, получается, первый ряд был наборный, второй мы возвращались, да? Далее как раз начинался третий, четвертый и пятый, шестой, да? Провязывались одинаково. И вот мы сейчас повторяем, получается, третий ряд. Опять берем 2 капельки. Раз, два. Провязываем вместе. Потом возвращаемся к первой капельке. И ее провязываем. Следующие 2 капельки опять. Раз, два. Провязываем вместе. И возвращаемся к первой капельке. Поняли, да? То есть дальше будет просто повторение. То есть вот третий, четвертый вы провяжете. Пятый, шестой провяжете. И вот маленький седьмой, восьмой провяжете. И опять третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. То есть дальше будет повторение. Понятно? Ну что, справитесь? Я думаю, что справитесь. Должна получиться очень интересная воздушная красота. Давайте увеличим образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Смотрите по итогу, какой получается нежный, аккуратный ажурчик. Вы видите, какая красота? Вот особенно на контрасте, да, видно? Смотрите, какие все рядочки классные. Как вам? Это получается у нас сторона лицевая. Изнаночная, конечно, ну, тоже ровненько, аккуратненько, но четко видно, что это изнанка. То есть изделие будет носиться только на одну сторону. Но я, конечно, в первую очередь предполагаю, что это будет палантин. Потом уже я смотрю, что это могут быть топики, маечки. Потом это уже, конечно, могут быть различные там парео, например, в юбочках, в платьишках можно данный узорчик применить. Почему бы нет? Да, в зависимости от толщины нитки, смотрите. Если будет нитка потолще, то могут быть и шарфики, снудики, потоньше. Конечно же, это палантинчики. Легкие, нежные, воздушные, классные. Ждала я, когда произойдет переход цвета, да? Но переход цвета не произошел. То есть есть какие-то небольшие вкрапления светлых ниточек, видите? Ну, значит, в следующем узорчике посмотрим на светлых ниточках узорчик. Вот такой вот он интересный, ажурный. Видите, поближе покажу вам. Здорово. Как вам? Кто вязал данным узорчиком, кто низким крючком, пишите обязательно, что вязали, что у вас получилось, какой пряжей. Кто не вязал, подбрасывайте идейки, что можно связать. Вы знаете, затягивает процесс очень сильно. То есть буквально еле остановишься. То есть настолько легко, настолько понятно, доступно и быстро вяжется. Вы должны просто обязательно попробовать. Вот такая красота. Давайте замерим красоту. Получается, я сегодня набирала 30 воздушных петелек. Так, и это у меня получается... Ну вот если моей пряжей, моим крючком, да, моей плотностью вязания, это получается, ну, 15,5 точно, да, с хвостиком, вот так вот, 15,5. А тут получается у нас 2 первых наборных ряда, да, а потом получается у нас идут 6 рядов, правильно же?
6 рядов, получается, идет у нас сам раппорт узорчика. То есть, если так вот посмотреть именно по этим веточкам, да, вот так вот если считать, 6, 6, 6, 6, 6, это получается у нас уже раз, два, три, четыре, пять. Ну что, уже 30 рядов. Вы представляете, как он быстро вяжется? 30 рядов. Шикарно. Я на самом деле еле остановилась, потому что вяжется очень-очень быстро. Вот. Вот такая красота. Как вам? Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. А также сохраняйте в свой плейлист. Создайте плейлист «Тунисское вязание», да, вязание тунисским крючком. И сохраняйте себе эти видео. Смотрите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.